Тема, надеюсь, все догадываются, чакры, сущности, внутреннее строение, основные программы, познание себя, раскрытие индивидуальности и дальше второе – это цели, планы. Да, ну, дальше там принципы, которые направлены на реализацию этих программ. В целом я напоминаю, что по внутреннему строению основные проблемы связаны с двуличием. То есть официально человек говорит, да, скажем, каждая душа индивидуальна, и я, надеюсь, тоже особенный, но такой же, как все, или хуже, чем все, и делать ничего не буду, и не делаю. Да, примерно вот так. Человек согласен теоретически, но что он думает и что превращается уже в дела и в результаты, это как бы другая история. Каждый человек по-своему принимает решения. Да. Варианты какие? Большинство людей думают не головой, да, подсознанием, подсознательное управление, желания, эмоции, страхи, хочу, не хочу. Да, вот они думают вот так, у них нет никакого расчета. У них нет целей, относительно которых они решают задачу. Да, 97% людей живут без четко определенных целей. Дальше идет осознанное управление. Оно, собственно, достаточно четко разделяется на два этапа. То, что ты понял, тебе нужна вот такая-то цель, и да, ты думаешь. И следующий этап, когда твое мышление качественно меняется, каким образом? Ты принимаешь подчинение Богу и подчинение духовным законам. Не ты решаешь, а твои решения должны быть такими, чтобы это соответствовало духовным законам. Да? Тогда фактически большая часть решений людей становится принципиально другими. Да, вот я считаю, да? Когда человек идет под себя, не по гордыне или еще что-то, он по большому счету себя обрекает. Его решение не соответствует духовным законам, в этом случае ожидай кармических последствий. Да, предположим, решение по судьбе. Что значит воля Бога? Твои кармические задачи – это что? Расставлены силы, они готовы тебе обеспечить максимальное покровительство в соответствии с тем потенциалом, который есть, с теми правами, которые ты заслужил предыдущими воплощениями, и с теми ограничениями, куда тебе ходить не нужно по разным причинам. Не в этой жизни или права не имеешь. И когда человек уходит от судьбы, его бьют. Идет по судьбе, ему помогают. Вот пока человек не поймет, что подчинение воле Бога – это решение всегда лучшее из возможных, он обречен. Противоположно этим программам. С одной стороны, все за, да, но с другой стороны, какой я особенный? Что мне особенного? Вот если человек эту программу запустил, у него цели раскрыть, да, познать, в чем твоя индивидуальность. То есть у каждого человека свои таланты. То, что у него изначально заложено, будет получаться лучше всего, он будет получать самые сильные состояния, выходит на максимальную энергию. Он это отметает, потому что искать нечего. Да? Если человек говорит, что я обычный, значит, он отказывается от решения задачи, выйдя на то, что тебе заложено богами изначально, на свои самые сильные стороны. Там, где максимум энергии, максимум талантов, где ты будешь получать наслаждение, будешь максимально эффективным. Как только человек сказал, что я обычный, еще там приговорил кучу там своих проблем, которые вообще там ниже плинтуса отпускают. Какое решение задачи, где раскрытие этого потенциала, если там вообще ничего нет? Да? Поэтому что нужно принять? Что у каждого человека, даже если он первый раз воплощается на Земле, есть свои индивидуальные особенности, чем он отличается от всех других. Кто-то должен быть, неважно, там каменщиком, кто-то плотником, кто-то, неважно, там войсками управлять. У каждого свой навык, да, вот, свои особенности тем или иным образом изначально закладываются. А ваша задача найти их и в определенной степени, желательно по максимуму, на них опереться. Я обычный, значит, вы отказываетесь от решения этой задачи. Вы отказываетесь от решения этой задачи, что определенную часть и немаленькую законов развития вы футболите в сад. Уязвимость – это что? Это воспаленная душа. Вот когда у вас там что-то набухло, кожа, да, прикоснулись, больно. Здоровая кожа. Ей не больно. Да если вам больно, значит там болезнь. Там, где боль, то нужно лечить.
не защищать и наказывать доктора или человека, который говорит, у тебя же там воспаление. Нет, нужно лечить. Там диабет, вы генерируете негативный заряд, но вы же разрушаетесь. Что такое? Через вашу печень проходит негативная энергия. Разрушаете печень. Неважно, через что проходит, то и разрушаете. Вы разрушаете себя. Но с другой стороны, вы не хотите, вот у человека, скажем, какая-то проблема, да? Он уже разговаривать с вами не может, его скоро разорвет, а вы не хотите даже его выслушать. Прав он, не прав, но вы не хотите даже его выслушать. Он или накричит на вас, или надоел и уйдет. Если вы обидчивы на критическую любую информацию, вы обречены. Да? Вы должны быть спокойны, решение принимать головой. Это неправильно. Или давайте поговорим, что вы думаете, найдем общее решение. Или неправильно, вот по закону, вам выговор, штраф или еще что-то. Все-таки решения должны быть рациональные, да? В соответствии с законом. А душа не должна быть больной. Куда ни прикоснешься, там больно. Нет. Здоровое тело не болит. Нужно идти к этому состоянию. Здоровая душа не болит. Там, где боль, устраняйте. Почему человек защищает свои проблемы? Это что, я плохой или я недостойный? Желательно понять, когда у вас что-то болит, это не имеет отношения к тому, хороший вы или плохой. Да, потому что хороший или плохой, это и того. Ваш уровень, ваша позитивность, ваши цели, ваши дела, ваши заслуги. Да, что вы строили? Каждый ошибается. Это зависит только, вы лечитесь здесь и сейчас, или не лечитесь, или калечитесь. Вот если у вас есть обидчивость, значит, вы любите калечиться все больше и больше и больше, пока не станете калекой. Если вы лечите, значит, вы становитесь здоровее, 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 пока не выздоровеете. Игнорирование достоинств. Это, опять же, занятие для лентяев, потому что найдешь достоинства, их нужно применять. Облом искать, облом применять. Да, вот, и для глупцов, потому что ты не станешь успешным, если ты не обопрешься на свои сильные стороны. Ваше уважение должно быть основано на том, что вы верите. Да, у вас есть вера, понимание себя, уверенность. Следующая программа – незаинтересованность в развитии. Опять же, каждый человек по-своему для себя это все определяет. Идеальный вариант, когда вы понимаете, есть духовные законы, вот воля Бога. Зачем Он посылает людей на землю? Для того, чтобы человек развивался, рос, и, по крайней мере, добрался до такого уровня, когда он становится опорой для высших сил. Не для того, чтобы ел, не для того, чтобы реализовал какие-то свои личные интересы, хотя это тоже никто же не мешает. Но самое главное, для чего тебя послали на землю? Для того, чтобы твоя душа из воплощения в воплощение развивалась и росла. Но это высший мотив. Конечно, желательно, чтобы был личный мотив. Ты научился извлекать из этого максимальную пользу. Кто достигает успеха? Может, не всегда морально-этические вопросы человек, да, но в любом случае самый сильный, самый умный, бесстрашный, и так далее. Следующая программа «Моя цель» – познание себя, своей индивидуальности. Все люди разные. Задача научиться различать люди, чем они отличаются, кто выше, кто ниже, кто позитивный, кто наоборот, да, по другим характеристикам, как с ними общаться. Если ты умный, ты стараешься находить общий язык. Понятно, среди этих людей ты вообще-то кто? Пойми, кто ты. Если ты не понимаешь себя, свою природу, ты берешь футляр, надел на себя и пошел. Жмет, неважно, косой, кривой. Да, так получилось. Нет, пожалуйста, пойми, кто ты, и найди самое лучшее решение. Очищение как закон. Да? Попрощайся со злом, иначе ты марионетка в чьих-то руках. С другой стороны, пока ты не пройдешь очищение, ты не сможешь познать, кто ты. Да, потому что там говорит страх, глупость или еще что-либо, но не твоя душа. По развитию и в целом закон, и развитие – это инструмент, одна из задач, в том числе раскрой свою природу, раскрой свою индивидуальность.